Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Если жизнь полосатая, то становись на светлой полосе и иди вдоль. А мы сегодня пошьем из полосок. Синие будут шириной 6 сантиметров, а все остальные 4 сантиметра. Разложим их в нужной последовательности, а затем сошьем между собой. При работе за швейной машинкой строчку делайте крепкой, мелкой. Ткани старайтесь подавать равномерно, ничего не тяните. Сначала соедините полоски попарно, а уже потом соберите в длинную широкую ленту. Заготовку надо тщательно проутюжить. Затем измерим ширину этой ленты. У нас получилось 27 сантиметров. Разрежем эту полосу на квадраты 27 на 27 сантиметров. Из фоновой ткани подготовим квадраты такого же размера. Сложим их попарно вместе, лицом к лицу. И обозначим диагонали. Дальнейшая работа очень простая. Прошиваем эти заготовки по периметру. А дальше разрежем детали по диагоналям. И получаются 4 квадрата с оригинальным рисунком. Все заготовки надо проутюжить и подровнять. А уже после этого приступаем к выкладыванию узора. Оказалось, что у меня было мало фоновой ткани. Поэтому фон такой разный, темный и светлый. Но так изделие становится интереснее. Сшивать полотно будем колонками, вертикальными рядами. Соберем детали стопочками и перенесем ближе к швейной машинке. При работе за швейной машинкой шьем гирляндой, одну деталь за другой, нитки не обрываем. Таким образом собираем все квадратики. И получается очень интересная конструкция. Все детали держатся на нитках на соединительных швах. И нам остается только прошить по горизонтали. Думаю, что самые внимательные зрители помнят начало работы над этим полотном. Основные ткани у нас закончились, остались обрезки. Займемся ими. Для начала сошьем их вместе в длинную ленту. Стараемся равномерно распределять эти цвета. Дошиваем буквально остатки. Работу над большим полотном продолжим полосками серой ткани. Как определить размер этой полоски? Все полотно у нас подвижное, много косых срезов. Чтобы все было ровно, измеряем ширину изделия в середине и выкраиваем полоску такой же длины. Когда будем пришивать, фиксируем начало и конец, а дальше все равномерно распределяем, натягиваем и прошиваем. После серого цвета пришиваем цветную полоску. И опять заканчиваем серым. Получилось вот такое полотно. Насколько ткани хватило. На своем канале стараюсь не просто показывать красивые блоки, но и доводить их до ума. Соединим готовый топ с термостежкой. Слой синтепона в ней совсем тонкий, но нам это подойдет. Разложим все на ровной поверхности и заколем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Все полотно скручиваем трубочкой и переносим к швейной машинке.
Стежку начинаем с центральной линии. Строчку поставим декоративную, трикотажный шов. Дошиваем до конца. Переходим на кусочек вспомогательной ткани. Нитку отрезаем. Затем начинаем шить также с верхней стороны. Когда прошили в одном направлении, начинаем шить в другом. Здесь узор располагается по диагонали, поэтому можно дополнительно прошить и их. Изначально мы термостежку выкраивали немного больше лоскутного верха. А теперь попробуем просто ее подвернуть и прошить. Хороший ход, потому что у меня нет подходящей ткани на окантовку. Голь на выдумку хитра. Получилось действительно лоскутное одеяло. Шила из остатков ткани. Размер его 1 метр на 1,20 сантиметров. Небольшого пледа или детское одеяло. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!